Это то, как работает наша кухня. Теперь, что самое главное, необходимо понимать про национально-технологическую инициативу. 4 года назад была идея, да? Сейчас где мы находимся? Вот это 100 наших компаний модельных, по которым мы меряем прогресс. Вот левый нижний угол – это там, где они находятся на стадии стартапов и начальной зрелости. Верхний правый угол – это где у них высокий качественный продукт и заметная доля на глобальном рынке. То есть наша задача, собственно, тянуть их из нижнего правого в нижнего вверх. И у нас зависимость очень простая. Чем позже проекты у нас появились, тем более некачественные. Мы сегодня вам хотели бы один такой проект показать, который, с одной стороны, невероятно перспективен на глобальных рынках, с другой стороны, очень символичен, потому что он про связь углеводородной энергетики и зеленой цифровой технологической энергетики. Если позволите, я 2 слова предложу сказать Алексею Кашину, который глава компании, которая это решение предлагает. Пожалуйста. Электрохимические технологии вообще большой формирующийся активный тренд. Они изменят энергетику и смежные отрасли. Это следующая большая история. Мы ведущая российская компания, которая занимается электрохимией. Мы производим, разрабатываем в России топливные элементы и энергоустановки на их основе. История наша не очень длинная, но мы выросли из науки фундаментальной. На сегодня на ней и стоим. Собственно, мы сейчас имеем 10 совместных лабораторий, 8 из них с Академией наук. По сути, это большой распределенный центр исследований и разработки. И это же наше основное конкурентное преимущество. Мы глубоко понимаем структуру добавленной стоимости в тех технологиях, которые развиваем. И имеем огромное конкурентное преимущество, поскольку в этой области можем позволить себе в России работать с наукой мирового уровня. На Западе с такого уровня науки работают только большие корпорации. Сама тематика очень интересна. Все, когда слышат топливные элементы, думают про водород. На самом деле она гораздо шире. Вот у нас есть первые результаты в части использования углеводородного топлива. Вот этот работающий прототип. Пример изделия, где мы напрямую можем получать из углеводородного топлива, в данном случае из пропана, электрическую энергию, минуя процессы горения без движущих частей. Это принципиально новая энергетика, которая позволит из того же объема условного топлива произвести гораздо больше энергии. Собственно, где могло такое бы устройство, которое называется топаз, применяться? Но сейчас уже мы видим возможность использования его в качестве таких портативных зарядных устройств. Ну, например, мы можем от такой системы и от одного небольшого баллона 2 недели всей семьей где-нибудь в горах заряжать мобильный телефон, и не только мобильный телефон, но, к примеру, и ноутбук, GPS-трекер и любое другое оборудование. И эта же система очень хороша в качестве вспомогательной силовой установки для электрического малого транспорта, для робототехники. Преобразует всю энергию. Да. С помощью химических процессов? Да, это электрохимическое преобразование, по сути, это процесс обратной электролиза. То есть мы окисляем топливо, ну, в этом случае водород окисляется до воды, здесь у нас водород тоже до воды, от СО до СО2. Таким образом, мы напрямую превращаем химическую энергию топлива в электричество и тепло с высоким КПД. И история в плане развития технологий в нашем понимании достаточно безальтернативна. Почему? Нет никакого другого известного топлива с таким высоким КПД преобразовать тот же объем условного. То есть все, что за сжиганием ископаемого топлива... Особенно для нас актуально, поскольку этого много. Да, да. И вот водород, проблема основная какая? Есть несколько успешных коммерческих попыток применять водород и на транспорте, и в развитой инфраструктуре, но все упирается в систему хранения водорода. Вот наша технология, микротрубчатые топливные элементы, собственно, позволяют напрямую преобразовывать без каких-либо вообще промежуточных стадий. То есть это очень интересная технология, и здесь даже сложно сказать, где она не могла бы применяться. Ну, помимо робототехники, мы видим еще начальную нишу в малой распределенной инфраструктуре. Везде, где нужна небольшая розетка в поле, это и применение, и фото-видеофиксация правонарушений, и различные датчики, и любой тип распределенной инфраструктуры. И наша основная сложность на этом этапе. Мы понимаем, что продукт, который у нас есть, он глобальный. Мы научились превращать науку в российских условиях в технологию и продукт, но сложность наша в том,
том, что динамика этих рынков такова, что приходится сразу сначала играть в повестке дня. И используя вот эту аналогию, у нас растяжка между начальной стадией проекта и глобальным пониманием. Нам приходится удерживать целостность от фундаментальной науки до глобальных рынков. И вот вопрос управления этими технологическими траекториями, он не менее сложный, чем сама технология. Вот на пересечении этих двух сложностей мы надеемся, что станем компанией глобального типа. Да, И здорово. в своей области рассчитывать Так занять. в фундаментальной науке вы где? Откуда вы? Где вы? Спасибо за вопрос. У нас 10 совместных лабораторий, собственно, предмет нашей гордости. 8 в Академии наук я перечислю. Черноголовка, Институт проблем химической физики, Институт физики твердого тела. Екатеринбург, Институт высокотемпературной электрохимии, это как раз вот эта тема. Новосибирск, Институт катализа, Институт химии твердого тела, механохимии. Институт высоких температур объединенный в России. И из неакадемической науки это физтех и скалтех. Собственно, вот этот распределенный центр исследований и разработок, нам, когда приезжают иностранные коллеги, они удивляются, поскольку объем и широта исследований в этой области у нас как у большой корпорации, но мы небольшая корпорация. Я надеюсь, что мы можем ей стать. Помогают? Да, спасибо за интервью. Ругаемся. Спасибо большое. Удачи.